Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем повязку крючком. Очень интересным узором, очень простым. Узор всего 4 ряда. Повязка вязалась на обхват головы 50-54 сантиметра. Повязку можно связать на любой обхват головы. Пряжа полушерсть, в 100 граммах 200 метров. Крючок брала 3 миллиметра. Ушло меньше 100 грамм. Узор можно использовать как отворот шапки, не только как повязку. Если вам интересно, то присоединяйтесь. Итак, приступим. Я набрала уже цепочку из 19 воздушных петель. Сейчас наберу еще 3 воздушные петли подъема и будем вязать установочный ряд. В установочном ряду у нас будет 22 столбика с накидом, включая 3 воздушные петли подъема. Будем вязать в каждую петлю цепочки по столбику с накидом. Повторю, что в этом ряду у нас 22 столбика с накидом. Итак, установочный ряд связали. Теперь перейдем к первому ряду узора. Всего 4 ряда узора. Первый ряд 3 воздушные петли подъема, одну пропускаем, в следующую будем вязать пышный столбик. Буду вытягивать 4 петли, 2, 3, 4. Сейчас провяжу накиды. На крючке 2 петли, провяжу их вместе. 2 воздушные петли, накид на крючок, в это же основание провяжу еще один пышный столбик, буду вытягивать 4 петли, 3, 4, провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Вот получается такой элемент, такая косичка. Этот элемент у нас находится на 3 столбиках. Теперь наберу 12 воздушных петель. Набираем 12 воздушных петель. И теперь определяем, где у нас с другой стороны находится косичка. Так, здесь будет столбик с накидом, а здесь у нас будет косичка располагаться. Делаю пышный столбик, вытягиваю 4 петли. 2, 3, 4. Провязываю накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. 2 воздушные петли, накид на крючок, и в это же основание вяжу еще один пышный столбик. Вытягиваю 4 петли, 3, 4. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. И завершаю ряд столбиком с накидом. Провязали. Это был первый ряд узора. Второй и третий ряды узора вяжем аналогично, точно так же. Вяжем 3 воздушные петли подъема, поворачиваю вязание и приступаем к вязанию второго ряда узора. Накид на крючок, в арку из 2 воздушных петель предыдущего ряда пышный столбик, вытягиваю 4 петли, 3, 4. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. 2 воздушные петли, накид на крючок, и в это же основание еще один пышный столбик. Вытягиваю 4 петли. 2, 3, 4. Провяжу накиды вместе. Секунду.
и 2 петли на крючке вместе. Теперь также, вот еще у нас косичка одна получилась. Теперь так же, как в первом ряду узора, набираю 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Набрали. И теперь косичку с другой стороны. Накид на крючок, в арку предыдущего ряда, пышный столбик. Вытягиваю 4 петли. 2. Секунду. 3, 4. Набрали. Провяжу накиды вместе. И 2 петли на крючке вместе. Так. 2 воздушные петли. Накид на крючок. И в это же основание пышный столбик вытяну 4 петли. 2, 3, 4. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Закончу ряд столбиком с накидом. Это был второй ряд узора. Третий ряд узора вяжем точно так же, как первый и второй. То есть первые 3 ряда узор у нас вяжутся абсолютно одинаково. 3 воздушные петли подъема и вяжем третий ряд. Накид на крючок, в арку предыдущего ряда пышный столбик из 4 петель. 2, 3, 4. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. 2 воздушные петли. Накид на крючок и в это же основание пышный столбик. 1, 2, 3, 4. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Теперь вяжу цепочку из 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Накид на крючок и вяжу косичку из пышных столбиков с другой стороны. Вытягиваю 4 петли. 2, 3, 4. Провяжу накиды вместе. 2 петли вместе. Получаем пышный столбик. 2 воздушные петли. И в это же основание еще один пышный столбик. Вытягиваю 4 петли. 2, 3, 4. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Закончу ряд столбиком с накидом. Это был третий ряд узора. Первый, второй и третий ряды узора вяжем абсолютно одинаково. А сейчас будем переходить к четвертому ряду. Итак, четвертый ряд узора. Я здесь отметила маркером середину, то есть первые 3 столбика у нас занимает косичка. Далее отсчитываем 8 петель, 8 столбиков и ставим маркер. Вот сюда будем прикрепляться. Нам надо будет собрать эти все косички вместе. 3 воздушные петли подъема, накид на крючок, вяжу пышный столбик, вытягиваю 4 петли, 2, 3, 4. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. 2 воздушные петли, накид на крючок и в это же основание еще один пышный столбик. Вытягиваю 4 петли. 2, 3,
4. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Теперь 6 петель воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. Теперь нам надо собрать эти цепочки. Для этого вводим крючок между столбиками, там, где мы маркер поставили. Вводим крючок, захватываем рабочую нить. Секунду. Протягиваю рабочую нить, собираю цепочки вместе и сейчас провяжу столбик без накида. Провязываем столбик без накида. Вот такой бантик у нас получился. Теперь поворачиваем вязание. И сейчас будем делать тунисские ряды. Будем вязать квадрат на 7 петлях. То есть одна у нас уже есть. Поднимаем еще 6 петель. Вторая. 2 петли. 3. 4. 5. 6. 7. Мы набрали петли. Теперь будем закрывать. Сначала провяжем одну. Далее будем закрывать по 2 петли до конца ряда. Провязываем по 2 петли вместе. Один ряд у нас готов. Таких рядов у нас будет 5. Снова поднимаем петли. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель. Закрываем. Сначала одну, потом по 2 петли. Таким образом нам надо провязать 5 дорожек. Всего у нас будет 5 рядов. Таких, и мы получим квадрат. Так, второй ряд готов. Еще 3 ряда осталось. Это будет 3-й ряд. Также поднимаем 7 петель. 3, 4, 5, 6 и 7. Подняли, закрываем. Закрываем сначала одну, потом по 2 петли в обратном ряду. Это 3-й ряд. И еще аналогично провязываем 2 ряда для того, чтобы получить квадрат. Четвертый ряд. Поднимаем петли. 6, 7. Также закрываем сначала одну, потом по 2 петли. И останется провязать еще 1 ряд. Всего у нас будет 5 рядов. Вот у нас 4 ряда и остался последний ряд. Также поднимаем 7 петель, а потом будем закрывать сначала одну, потом по 2 петли.
Провязали, у нас получился квадрат. Всего 5 рядов. Теперь вытащу крючок. Теперь нам надо квадратик этот соединить с другой стороной. Делаем накид на крючок и в арку вяжем пышный столбик. Вытягиваю 4 петли. 2, 3, 4. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. 2 воздушные петли. В это же основание пышный столбик. Вытягиваю 4 петли. 2, 3, 4. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Закончу ряд столбиком с накидом. Вот это у нас 4-й ряд. Теперь будем вязать. Все будем повторять с первого ряда узора. То есть сначала вяжем ряды с цепочками, 3 ряда одинаковых, а потом вот с квадратиком. Ну, я сейчас покажу, как прикрепляться потом. Сейчас повторяем первый ряд узора. 3 воздушные петли подъема, накид на крючок, в арку вяжем пышный столбик, вытягиваем 4 петли. 3, 4. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. 2 воздушные петли, накид на крючок и пышный столбик из 4 вытянутых петель. 2, 3, 4. Накиды провяжем вместе и 2 петли на крючке вместе. Все так же, как в первом ряду мы вязали. Теперь вяжем цепочку из 12 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все так же, как в первом ряду. Сейчас квадратик не трогаем. Делаем накид на крючок. Квадратик оставляем. И в арку провяжем пышный столбик. Вытягиваем 4 петли. 2, 3, 4. Провяжем сейчас накиды вместе. И 2 петли на крючке вместе. 2 воздушные петли. И в это же основание провяжем еще один пышный столбик. Вытягиваем 4 петли. 2, 3, 4. Провяжу накиды вместе. И 2 петли на крючке вместе. И закончу ряд столбиком с накидом. Теперь следующие 2 ряда, такие же, как первый, свяжите самостоятельно. То есть повторяем первые 3 ряда. И будем прикрепляться. Вот я связала 3 ряда узора, так же, как мы вязали в самом начале. Теперь будем прикрепляться к квадратику. 3 воздушные петли подъема. В арку провяжем пышный столбик, вытягиваем 4 петли. 2, 3, 4. Провяжем накиды вместе. 2 петли на крючке вместе. 2 воздушные петли. В это же основание еще один пышный столбик, вытягиваем 4 петли. 2, 3, 4. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Теперь 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Теперь соединяем цепочки и прикрепляемся к углу квадрата. Ввожу крючок в угол квадрата, захвачу рабочую нить, стягиваю вместе цепочки первого, второго и третьего ряда и провяжу столбик без накида. Все так же, как мы вязали ранее. Теперь поворачиваю работу и сейчас буду набирать еще 6 петель на крючок. Будем вязать 5 рядов тунисской вязкой. Набираем 2, 3, 4, 5, 6, 7. Набрали. И закрываем также сначала одну, потом по 2 петли. Все так же, как мы делали в 4-м ряду узора. То есть узор повторяем с 1 по 4 ряд. 1 готов ряд, теперь 2 ряд. Также поднимаем 7 петель и закрываем сначала одну, потом по 2 петли. Таких рядов мы будем вязать 5, для того, чтобы получился квадрат. Теперь также поворачиваем работу и закрепим квадрат на другой стороне. Делаем накид на крючок, вводим крючок в арку и провяжем пышный столбик. Вытягиваю 4 петли, 3, 4, провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе, 2 воздушные петли. И теперь в это же основание еще один пышный столбик. Вытягиваю 4 петли. 2, 3, 4. Провяжу накиды вместе. И 2 петли на крючке вместе. Закончу ряд столбиком с накидом. И узор повторяем с 1 по 4 ряд. Вяжем полосу нужной нам длины. Я вязала полосу, равную обхвату головы. Узор можно использовать с двух сторон. Он с одной и со второй стороны очень оригинально смотрится. Вы, когда будете вязать, сами все увидите тоже. Покажу, как я закончила свою полосу. Вот я связала. Вот самый последний ряд. 4-й ряд узора я немножко закончила по-другому. То есть в самом последнем 4-м ряду я квадрат уже не вывязывала. Я соединила цепочки и просто сейчас свяжу 6 воздушных петель
для другой стороны. То есть квадрат не вяжу. Накид на крючок. И в арку провяжу пышный столбик. Вытягиваю 4 петли. Провяжу накиды вместе. 2 петли вместе. 2 воздушные петли. И в это же основание пышный столбик. Вытягиваю 4 петли. 3, 4. Накида вместе. 2 петли вместе. Закончу ряд столбиком с накидом. Цепочки, пожалуй, соединю столбиками без накида. И получится у меня такая вот полоса суженная немного. И с этой стороны также соединю вот по этому шву. И тоже край у меня будет немного сужаться. И потом соединю. Так, здесь я уже провязала столбиком без накида. Теперь соединю вот этот край. Вы можете иголкой соединять. Здесь уже принципиальной такой разницы нет. Как удобно, так и сшивайте. Так, вот такой шов у меня получился сзади. И теперь я с двух сторон решила обвязать сначала полустолбиками. Вот в каждый столбик, который у нас горизонтальный, вяжу по 2 полустолбика. И потом на этих полустолбиках буду вывязывать резинку, тоже из полустолбиков. Решила делать из полустолбиков, потому что, чтобы не было слишком широко. Так, вяжу весь ряд полустолбиками. И второй ряд. Второй ряд вяжу резинку. Чередую лицевой рельефный полустолбик и изнаночный рельефный полустолбик. И свяжу резинку. И сверху и снизу у меня резинка будет. Вот такая повязка получилась у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!